немецкий кумыс, почему в Германии так любят этот напиток. Недалеко от Франкфурта расположена крупнейшая в Германии кумысная ферма. И здесь ежегодно проводится День кумыса. А гости приезжают со всей Европы, чтобы насладиться вкусом целебного напитка. И не только. Купить шампуни, кремы, мыло и все из кобыльего молока. Хотите экскурсию? Присоединяйтесь к нам. У нас более 5000 постоянных клиентов. Буквально за сегодняшний день было продано аж 500 литров кумыса. Идентичный, можно сказать. Очень хорошего качества. Я тоже пробую первый раз. Мне понравилось. Да, очень вкусно. Я уже 5 литров купил домой. Как будто в Казахстане побывали, из сюда приехали. Пью каждый день кумыс. Это напиток здоровья и долголетия. Это дело не бросили, брендом сделали, это очень приятно. На фирме Цольман более 500 лошадей. В моих планах сделать кумыс настоящим международным продуктом. Ну а как попал рецепт кумыса в Германию, смотрите в нашей программе. Крупнейшая кумысная ферма в Европе, наверняка вы о ней слышали. Она находится всего в 100 километрах от Франкфурта на Майне. Семья Цольман уже ждет нас. Сегодня мы планируем попробовать немецкий кумыс, узнать историю предприятия и выяснить, почему в Германии так любят этот напиток. Если вы хотите отведать немецкий кумыс, от Франкфурта на машине вам придется проехать примерно 1,5 часа. Но не переживайте, скучно не будет. Как только вы съедете с автобана, вашему взору откроются живописные пейзажи и уютные немецкие дорфы. Именно здесь, в небольшой немецкой деревушке Мюльбен, находится знаменитая конная ферма, принадлежащая семье Цольман. Буквально за этим поворотом. Поехали! Ну что ж, вот мы и на месте. Сейчас будем пробовать немецкий кумыс. Салем, Казахстан! А кто-то настолько патриотичный, что приехал на кумысный фестиваль на машине с казахстанским флагом. Обратите внимание. Это не просто напиток, это часть культурного кода Казахстана, который нашел отклик и здесь, в самом сердце Европы. Добро пожаловать на День кумыса в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Этот праздник уже стал традицией и каждый год собирает гостей со всех уголков Германии. Я из Японии. Мне здесь очень интересно. Кобылье молоко, оно отличается от коровьего. Оно показалось мне сладким, но кумыс мне больше понравился. Такой приятный вкус. Моя мама из Кыргызстана, она там выросла. Мы знаем тоже этот напиток, и мы каждый год приезжаем, навещаем лошадок, пьем молоко и кумыс. И нам очень нравится вкус необыкновенный. Кумыс – традиционный напиток кочевых народов, но мало кто знает, что его рецепт попал в Германию благодаря одной невероятной истории. В годы Второй мировой войны немец Рудольф Шторх оказался в плену на казахской земле. Условия в лагере были ужасными, бушевали болезни, и вскоре Рудольф заболел туберкулезом. Решив, что он не выживет, охрана просто выставила его за ворота, но судьба распорядилась иначе. Ослабевшего Рудольфа приютила казахская семья. Лечили его народными средствами. Среди них был и кумыс. Тот самый кисломолочный напиток, который, как верили предки, возвращает к жизни. И он действительно помог. Шторх выздоровел. Вернувшись в Германию, он привез с собой рецепт напитка, который спас ему жизнь. Так, в 1959 году появилась первая кумысная ферма в Германии, ставшая впоследствии известной на весь мир. Мои друзья, которые живут в Бишкеке, они мне прислали видео про историю, как образовалось это хозяйство. Мы сначала подумали, что это может быть какой-то розыгрыш или шутка. И начали искать в интернете, и мы действительно нашли эту деревню. С тех пор мы все время сюда приезжаем на праздник кумыса. Хвала тем немцам, которые это дело не бросили. Вначале было очень трудно, никто не хотел этого признавать, а сейчас это очень популярно, и брендом сделали. Это очень приятно, что такие традиции продолжают жить не только в Азии, а и где-то еще за рубежом. Рудольфа Шторха уже нет среди нас, но его дело живет. Сегодня кумысное производство продолжает его зять Ганс Цольман. По его словам, когда-то соседи посмеивались над его тестем и его экзотическим увлечением. Однако слава о кумысе быстро разлетелась, и люди со всей Германии стали съезжаться на ферму. Семейное дело росло, увеличивались угодья и поголовье лошадей.
Так мечта Шторха продолжает жить, наполняя Германию духом казахской степи. Кстати, кумыс не единственный продукт, который здесь производят. Семья Цольманов уже много лет радует своих клиентов натуральной косметикой на основе кобыльего молока. В фирменном магазине прямо на территории фермы можно найти все – мыло, гели, кремы, лосьоны и даже шампуни. И что особенно приятно, все можно не только посмотреть, но и протестировать на месте, а если понравится, сразу приобрести. Я не знала, что бывает крем из кобыльего молока. Он очень приятный. Я с удовольствием его куплю. Я впервые попробовала кобылье молоко. Вкус мне понравился. Чуть-чуть сладкое, похоже на овсяное или даже на дыню. Также я протестировала крем. Он замечательный. Я удивлена, что его делают из кобыльего молока. У моего сына проблемная кожа. Надеюсь, что он ему поможет. Ганс Цольман признается, кремы на основе кобыльего молока действительно уникальны. По его словам, они не только не уступают известным брендам, но иногда даже превосходят по качеству. Одна из наших фишек – это косметика. Мы сами проводим исследования и выпускаем новые крема и смеси. Мы планируем построить ферму в Костанае. Это будет такая же ферма, но намного больше, чем в Германии. Все продукты от детских смесей до косметики мы собираемся производить по нашим рецептам. И, конечно, мы хотели бы в будущем и в других уголках земного шара производить такую продукцию. Это помогло бы стать Казахстану узнаваемым благодаря своим уникальным традиционным продуктам. Но на первом месте, конечно же, кумыс. Именно ради него приезжают посетители. Одни предпочитают наслаждаться бодрящим напитком на свежем воздухе. Другие приезжают, чтобы пополнить запасы и купить его с собой. Кстати, о ценах. 200-миллилитровая бутылочка стоит почти 5 евро, тогда как литровая – 18,50. А теперь самое интересное. Пришло время попробовать знаменитый немецкий кумыс Цольмана. Он кисловатый, газированный, мне очень нравится. И в жаркую погоду его особенно приятно пить. Кстати, знатоки говорят, что немецкий кумыс слегка отличается от казахского. Но для нас, казахстанцев, проживающих за границей, это отличная возможность вспомнить вкус родины. Кстати, сам Ганс Цольман признается, что пьет кумыс каждый день. Но чтобы оценка была объективной, давайте поинтересуемся у гостей, как им немецкий кумыс. Сегодня выдалась такая возможность приехать сюда с семьей, посетить этот праздник. Отведали напиток наш национальный. Не могу сказать, что он на 100% схож с нашим. Идентичный, можно сказать. Очень хорошего качества. Бывали здесь на ферме. Как вспомнили Казахстан? Поностальгировали? Встретились с знакомыми. У нас семей 10-15 здесь собиралось. Очень весело провели время. И вот мы находимся в самом сердце этой уникальной фермы. Месте, куда можно попасть только сегодня, в день открытых дверей. Здесь круглый год, без перерыва на сезон или погоду, доятся лошади. Трижды в день они посещают молочную станцию. Дисциплинированно выстроившись в ряд, они ожидают своей очереди. На дойку уходит всего 5 минут, после чего молоко поступает по этим трубам в огромную цистерну, а затем отправляется на переработку. При этом количество молока тщательно регулируется, чтобы его хватило не только гостям, но и жеребятам. За эти годы нам удалось даже вывести свою породу лошадей, которая лучше всего подходит для дойки. Ежедневно мы получаем до 300 литров молока. Наша ферма работает круглосуточно, поэтому очень важно следить за всем процессом и в первую очередь за качеством. Поэтому у меня есть целый ритуал. Каждое утро я пробую молоко, я это делаю, чтобы оценить качество и проследить, соответствует ли все нашему рецепту. Я впервые пробую. Молоко совершенно не похоже на коровье, которое нам знакомо. Это действительно что-то эксклюзивное. Конечно, мы купим пару бутылок с собой. Я тоже пробую первый раз и должен сказать, что оно не жирное. Мне понравилось. Свежее, вкусное. Можно пить с удовольствием. Да, очень вкусно. Сразу после дойки лошадей обратно выводят на пастбища, которые раскинулись на 500 гектарах. Ферма Цольманов действительно впечатляет своими масштабами. Здесь все организовано до мелочей. Они сами заготавливают сено, следят за здоровьем лошадей и контролируют каждую каплю молока, чтобы качество было на высшем уровне.
Несмотря на поголовье более чем 500 лошадей, коллектив фермы небольшой. Производство у нас автоматизировано, рассказывает дочь Ганса Цольмана. Здесь работают всего 10 человек, включая членов семьи. Чтобы наши лошадки давали больше молока для производства кумыса и чтобы для жеребят оставалось, мы заботимся о том, чтобы они получили высококачественный корм, богатый микроэлементами. Они едят как свежую траву, так и сено, которое мы заготавливаем сами. Я с детства росла среди лошадей, и мы, как говорится, выросли на кумысе. Я не представляю свою жизнь без коней. Для меня очень важно, чтобы они максимально хорошо чувствовали себя на нашей ферме. На ферме Цольман более 500 лошадей. После того, как их подоили, лошадок выпускают на поле, на свежий воздух. На ферму Цольманов приезжают не только ради дегустации кумыса, но и чтобы пообщаться и познакомиться. Здесь можно встретить как казахов, так и переселенцев, которые с ностальгией вспоминают о Казахстане. Здесь мы не первый раз. Стараемся не пропускать такие события. Мы всей семьей пьем кумыс. Я уже 5 литров купил домой. Я вспоминаю Казахстан. Как мы жили душа в душу, пили казахский кумыс. Я хочу сказать спасибо семье Цольман за гостеприимство. Мы очень рады, что они объединяют здесь немцев и казахов. 20 километров от меня. Я казахский немец, родом из Алматы. Вкус кумыса я помню еще из Казахстана, он очень полезен. Я думаю, те, кто заботится о своем здоровье, должны пить этот напиток регулярно. Поэтому я приезжаю сюда 2-3 раза в год, чтобы отдохнуть и купить побольше кумыса. Я скучаю по Казахстану, там живут замечательные люди. У меня там до сих пор осталось много друзей и знакомых. А эти юные гости Идель и Динара. Обе родились в Германии, но каждый год ездят в Казахстан. Регулярно родители привозят их и на ферму Цольманов, чтобы молодое поколение не забывало вкус родины. Салем, Казахстан! Салам алейкум, мен атым Идель. Калкалай. Я рада, что я из Казахстана, потому что Казахстан – это страна, там, где люди добрые, язык хороший. Мы приехали на кумыс, потому что мои родители уже давно не были здесь и хотели опять родину свою встретить, почувствовать, как было раньше время, и меня с собой взяли. Я кумыс сама уже попробовала, мне очень нравится, очень вкусно. И мы даже купили уже домой, всем родственникам купили уже кумыс. Но тут я уже много раз, мне тут даже очень нравится, очень прикольно и красивые лошади. И, конечно, среди любителей кумыса много казахов и выходцев из Центральной Азии. Я сюда приезжаю каждый год. Я живу тут недалеко, Манхайм, город. Сам с Кустанайской области. Мы просто приезжаем, скучаем по родине. Вот так, чуть-чуть, как будто в Казахстане побывали. Из сюда приехали, дома побывали. Вы не поверите, буквально за сегодняшний день было продано аж 500 литров кумыса. Видите, насколько полюбился напиток кочевников в Германии? И, конечно, мы хотели бы в будущем и в других уголках земного шара производить такую продукцию. Это помогло бы стать Казахстану узнаваемым благодаря своим уникальным традиционным продуктам. Ганс Цольман отмечает, что с каждым годом число постоянных клиентов фермы растет, а география охватывает все больше новых стран. Недавно, например, они отправили заказ за океан, прямо в Вашингтон. На волне интереса немцев к здоровому питанию страсть к этому традиционному напитку лишь усиливается. Цольман уверен, кумыс, напиток кочевников, в будущем станет еще более популярным. У нас более 5000 постоянных клиентов. Чаще всего заказывают кумыс, на втором месте кобылье молоко. Спрос настолько большой, что мы каждый день работаем. Клиенты у нас не только в Европе. К примеру, недавно мы получили заказ из Вашингтона. В моих планах сделать кумыс настоящим международным продуктом и производить его как на нашей ферме, так и в Костанае. Я думаю, что в будущем спрос на кумыс еще больше увеличится. В Германии сегодня насчитывается около 40 конных хозяйств, и ферма Цольманов самая старая из них. Сегодня это яркий пример успешного семейного бизнеса, где трудятся не только дети, но и активно помогают внуки. Производство кумыса для меня больше, чем хобби. Я и сам люблю его. Пью каждый день, минимум пол-литра. Ведь он очень полезен для организма. От себя могу сказать, кумыс – это напиток здоровья и долголетия. Дорогие друзья, пейте кумыс.
Кумыс и будьте здоровы. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш YouTube канал Апкетап. До скорого!